Значит, Крым, не только Крым, давным-давно является местом, где у них создана инфраструктура, у этих пришельцев под землей. И подземно-подводная тоже. И это очень давно, еще до того, как Крым был густо населен. То есть эта инфраструктура насчитывает как минимум несколько тысяч лет, а возможно и дольше она существует. Ну, с учетом их технологий и маскировки, и технологии воздействия на наше сознание, это все вполне обеспечивается, режим секретности и маскировка, чтобы мы их в массах не обнаруживали. Но отдельные люди, естественно, их обнаруживают. И те люди, которые проводят эти исследования, они их могут обнаружить с помощью аппаратуры. Там есть несколько раз, в частности в Крыму, неоднократно фиксировали под водой существ высокого роста гуманоидов, которые являются водоплавающими амфибиями, типа ихтиандра. Они имеют огромный рост, свыше 3 метров. Дети у них 2-метровые ростом с баскетболиста. Они перемещаются в водной среде без аквалангов, в отличие от наших пловцов, аквалангистов. То есть там совершенно другая у них техника, технология, которая им позволяет чувствовать себя как рыба в воде, в буквальном смысле. Вот есть такая раса, они базируются в районе мыса Айя. Один из входов имеется на глубине 40 метров там в скалах. Есть другие входы для аппаратов их различной формы, дисковидных, шаровидных и так далее. В районе мыса Меганом, возле Судака, даже вот был случай в селе Морское у нас в Крыму, когда они спасли человека, тонувшего. И его туда к себе транспортировали. Вот недаром Александр Сергеевич Пушкин, 33 богатыря, там, да, с ними дядька Черномор, это все не случайно. Пушкин описал, потому что издревле в Черном море вот они фиксируются. Кроме того, есть раса гуманоидов с молочно-белой кожей. У них большие глаза, субтильное телосложение, значит, большие головы, иногда лысые. Но вот отличительная их черта молочно-фарфоровая просто кожа, белая, потому что там под землей у них, естественно, нет воздействия прямых солнечных лучей и радиации такой ультрафиолетовой, как на нас воздействует на поверхности планеты. И они, как правило, по ночам появляются в защищенной среде от воздействия солнца. И, естественно, у них вот такая вот кожа, там определенные у них пигменты и так далее. Вот эта раса, она не только в Крыму обитает, этих молочно-белой кожи гуманоидов, еще в ряде других мест. Есть места, где их чаще фиксируют, потому что они там базируются. Либо там есть входы под землей, под водой, либо есть порталы в другое пространство-время. Значит, там, где базы, там они и появляются. Естественно, гора Медведь, Аюдак, куда они входят и выходят, это как предбанник своего рода, прихожая в квартире. А дальше идет очень большая система ходов, переходов, туннелей и так далее. Это гора Черная в Крымском заповеднике, за Алуштой видно ее хорошо. Это район мыса Айя, это Восточный Крым, начиная от горы Агармыш и заканчивая районом Карадага и Меганом. Вот тот район. Потому что в районе Агармыша, возле города Старый Крым, там есть портал, который периодически включается, выключается, проявляется как молочно-белый туман. Через этот портал тоже ходят летательные аппараты. И есть там система очень разветвленных подземелий, связанных с Черным морем, этими ходами подземными. Вот там, естественно, они тоже появляются. Но если у них есть задача обследовать какой-то район, они там будут фиксироваться. Дело в том, что аномалий очень много. Есть признаки наличия техногенных подземных сооружений и подземной техногенной деятельности. Эти признаки очень четкие на территории Республики Крым. Это техногенный гул низкочастотный, который не все время проявляется, но периодически он фиксируется. Ну, естественно, они же не дураки, они прекрасно понимают, что их фиксируют.
Поэтому, как правило, это в ночное время суток и на протяжении каких-то коротких промежутков времени. И в районе Медведь-горы, Аюдага, и в районе Четырдага, и в районе Яйлы, Никитской, Гурзувской, там, где они стыкуются. Вот там есть места, где это фиксировалось. И еще в целом ряде мест. На Карабе-Иле это тоже. То есть у них много входов, выходов в эту систему. Кстати, вот Карабе-Ила это самое безлюдное вообще место Крыма. Огромный лунный ландшафт. Практически ни одного поселения. Одна метеостанция была, и тут там один-два человека и все. То есть свидетелей нету их появления. Идеальное место для того, чтобы там летать, базироваться и так далее. Вот есть большое количество этих входов, и там, где есть эта активность. Кроме того, звуки металлические, разные вибрации с-под земли. Вот я лично фиксировал эту вибрацию на горе Мангуп в районе села Хаджи-Сала. У подножия Мангупа вибрации в Гурзуфе. Потом электромагнитное излучение повышенное, определенное. Гора Болгатура в поселке Гурзуф. Там это все фиксируют некоторые местные жители. Дрожание определенных предметов, непонятно. То есть это не землетрясение, это техногенное определенное воздействие. Они время от времени наблюдаются. Та же Медведь-гора, она не постоянно гудит, а только время от времени. И это гудение очень кратковременное. Дело в том, что люди селились не просто так на определенных территориях. Ну вот взять даже Медведь-гору, Аюдаг, там раньше были поселения. Прямо вот над этими входами. Но потом люди оттуда ушли. Официальная версия, что иссякли источники воды, поэтому они оттуда ушли. Но может быть их кто-то оттуда прогнал, если разобраться по существу. Зачем они там нужны, на этой горе? Поэтому сейчас там поселений нету, чтобы не смущали тех, кто находится внизу. Значит, на Мангупе тоже были колоссальные постройки, столица княжества Феодора и так далее. Сейчас там, естественно, все разрушено. Там есть места, где люди испытывали непонятный ужас на Мангупе. То есть это либо инфразвуковое, скорее всего, воздействие, либо еще что-то. Но, скорее всего, это инфразвук. Возможно, это защита какая-то. Или так проявляются эти объекты с защитой, если они подлетают к какому-то месту. То есть людей с определенных мест выгоняют, по всей видимости, и контролируют вот эти вот человеческие потоки перемещения. То есть какое-то воздействие на людей оказывается, естественно, в сторону нужную тем, кто это воздействие оказывает. Кроме того, Демирджи, там вот у подножия Демирджи, где сейчас село Лучисто, как известно, следы огромных обвалов. То есть поселения есть, да, до сих пор у подножия и так далее, но непосредственно на самой горе уже нету. И там мы раньше были мощные поселения, постройки и так далее. Сейчас ничего нету. Руин уже тех нету. Понимаете, в чем дело? То есть там, где люди жили, они уже не живут. А активность это продолжается в Крыму. Аюдаг, Мангуп, Демирджи и так далее. Значит, дело в том, что нахождение этих баз и сооружений под землей, и особенно еще и под землей и под водой, обеспечивает целый ряд преимуществ. Это не только маскировка от человека и сокрытие от человека, потому что нас, людей, очень много, да, там, сколько нас уже, там, 5, там, 6 миллиардов, да, очень много людей на этой планете. И естественно, что мы численно представляем опасности технические, своей массой и так далее. Не нужны им эти массовые контакты. Поэтому, во-первых, они, естественно, прячутся. А во-вторых, там защита обеспечится под землей. Можно спрятаться и от конкурентов из космоса. Одни цивилизации могут спрятаться от других цивилизаций, представителей, понимаете, если они их захотят там достать, выкурить и так далее. И нас используют как живой щит, по сути, землян, населения планеты. То есть они там спокойно находятся, мы их сверху прикрываем, как вот курятник, как коровник, как свиноферма, извините, да.
А они, прикрываясь нами, занимаются там своими делами в своих подземельях. Кроме того, ресурсы добываются. Кроме того, есть подземное производство, заводы, комбинаты, фабрики, где выращиваются кристаллы, где перерабатывается топливо, моноцитный песок преобразуется в торий и в редкоземельные элементы на этих заводах. Производятся летательные аппараты на этих подземных заводах. То есть там не просто подземелья, там экосфера и все ресурсы для существования в течение тысяч лет. Потому что под Крымом есть подземные реки, пресноводные источники, и на большое расстояние текут под землей, под Крымом эти реки пресные, впадают в Черное море в районе мыса Айя. Под Аюдагом тоже есть водный источник, который впадает в Черное море. Если аквалангист ныряет, может набрать бутылку пресной воды у определенных скал, даже вот под водой, находясь в соленой морской среде, а из скал течет вода пресная, и довольно большие стоки идут, идет большой водообмен по данным гидрологов под Крымом. То есть огромные пещеры с искусственным освещением, с пресноводными реками, где можно заниматься гидропоникой, выращивать растения, организовать производство и полный жизненный цикл, замкнутую систему жизнеобеспечения, что в течение очень длительного периода времени, тысяч лет, происходит. И это позволяет им существовать безбедно на нашей планете, параллельно с нами, у нас под ногами, спокойно совершенно. Как понимать понятие враждебность? Врагом можно сделать лучшего друга, понимаете, и соседа, с которым ты там прожил десятки лет в соседних квартирах, и он может тебе стать врагом, смотря как подходить к этой проблеме и, говорится, на какой козе к ним подъезжать, к этим пришельцам. Дело в том, что есть расы, которые являются действительно весьма агрессивными, которые нас, людей, вообще ни в грош не ставят. Это вообще не царское для них дело, и с нами общаться, и нас вообще воспринимают как животных. Ну вот мы, например, люди, как мы смотрим на собак или на кошек, и какая между нами разница, понимаете? Ну, собака там друг человека, там, что с нее взять, да, там, она вот выполняет свою функцию, там, корова, там, да, в курятнике, куры. Вот если разница такая, понимаете, и интеллектуальная, и биологическая, и технологическая, и так далее. Да, естественно, это пропасть, которая нас разделяет, которая делает невозможным полноценный между нами контакт, между некоторыми расами и нами, людьми. А есть, которые к нам близки, которые являются нашими генетическими родственниками. Вот с ними много есть контактов, понимаете? Они нам помогают, они нас защищают, нам охраняют и так далее. А есть те, которые нас тупо эксплуатируют, по-черному используют в своих интересах. То есть самые разные расы, цивилизации, которые к нам относятся по-разному. Сколько раз посещают Землю? Дело в том, что, значит, по состоянию на конец 70-х, 80-е, 90-е годы 20 века, значит, есть статистика о количестве рас около 70 различных с разных районов космоса, которые периодически, время от времени прилетали, улетали, там экспедиции организовывались, посещения. Не все из них светятся и вообще не все зафиксированы, потому что высокоразвитым внеземным цивилизациям нет никакого смысла часто Землю посещать массово. У них есть нанотехнологии, которые позволяют нас мониторить дистанционно, они все знают, что здесь происходит. А основная масса вот посещений, это, как правило, цивилизации молодые. Вот те объекты, которые часто фиксируются, там диски, цилиндры, там треугольники, шары там, и так далее, эллипсы, различных форм летательные аппараты. Молодые цивилизации, которые здесь ищут ресурсы различные, потому что на протяжении тысяч миллионов лет планета Земля является карьером, горнодобывающей базой, и до сих пор и летают, и вынюхивают, где какие ресурсы можно отсюда взять. Планета очень богатая, наша Земля, особенно в биологическом, генетическом отношении. Таких планет не так много в космосе. Это уникальный оазис в бездне космоса. Поэтому сюда проникают периодически разные
цивилизации, вот те, которые в наглую фиксируются, это, как правило, те, которым наплевать. Они фиксируют, то есть люди их или нет. Они уверены в своем технологическом превосходстве, поэтому они ведут себя нагло. Но особо взорвавшихся останавливают наши кураторы, и доходило до воздушных боев между этими аппаратами. Некоторые были сбиты, потерпели крушение в результате этих столкновений.